Всем привет! Сегодня снимаем разборку цилиндра КДСС Toyota Prado 150, а также фотоинструкцию для вот такого скромненького ремкомплектика, который состоит из резьбовой части и колечка. Ну, будет фигурировать еще пыльничек, который мы просто нашли на помойке и подобрали по размеру вместо вот этого. Разборка достаточно простая, но есть определенные нюансы. Вот эти нюансы и номер вот этого пыльника будет именно доступен тем, кто приобретает ремкомплект. Там все будут номера и подробности. Ну, первое что, зажали, отрезаем. Вот есть такая завальцовка, именно по нижнему прям краю завальцовки. Это я вам рисую, чтобы было видно. Вот по нижнему краю завальцовки мы, собственно, и будем пилить. Ну, давайте сейчас с другой стороны. Вот так будем пилить. Вот так. Можно не стесняться, пилить спокойно, там шайба, в которую можно заглубляться. Так, сдвигаем чехольчик, чтобы он нам не мешал. И вынимаем. О, вот. Ничего сложного и интересного. Так, почему мы одна резьбовая часть, без всяких сальников, без всего и колечко? Потому что в основном, ну, я еще не видел КДСС цилиндра, чтобы он тек, поэтому мы пользуемся прямо родными вот этими сальничками. Они вполне работоспособны. Пыльник выбрасываем, он нам уже не пригодится. Внутренняя труба. Колечко подосело, мы его будем менять. Ну, окультуриваем срез, просто чтобы не было никаких опилок. Фасочки. Наружную фасочку. Напильником, внутреннюю шабером. Шабер — это вот такая штучка. Обычный трехгранный напильник, который заточен, да и все. Ну и в оконцовке шкурочкой еще пройтись, чтобы сальничек, когда будем туда вставлять, он ни за черт точно не цеплялся. Все. Разбираем. Ну, вот сразу заметьте, кольцо, которое разнимается, оно идет первым, пластиковое, а это резиновое, мы его не трогаем. Гайка на 14, по-моему, да. Ну, ключ имеется в виду. Аккуратненько снимаем поршень, потому что внутри у него резиночка. Ну, ее не видно. Вон там уплотняющая резинка. Отбойник. Направляющая со втулкой. Вот с этой втулкой будут нюансы. Сальничек. Нежно-нежно, аккуратно, чтобы вот об это не шоркнуть его, сняли.
И пыльник тоже сняли. Сразу по ходу действия взяли и вот эту вот кромочку затупили. Чтобы когда сальник потом будем опять надевать, чтобы точно не повредить. Это еще со стоек тема пошла. Прям обычное стандартное мероприятие. Так. Металлическое кольцо, на нем напрессованное кольцо осталось. Сейчас мы его разрежем просто и снимем. Оно нам не нужно. Ну вот, снимаем. Почему можно было резать? Ну, потому что оно в пазу. Железяка вон, а это выбрасываю. Так, ну, все. Разборка закончена. А вот теперь нюанс. Значит, вот выпрессовать вот эту втулочку надо. И покрыть тонким слоем олова. Зачем? Затем, что нам надо уменьшить внутренний размер. За счет того, что мы наружный нарастили, внутренний тоже обожмется. Нам надо достичь того, чтобы эта втулка плотно облегала этот шток. Смотрите, обращаю ваше внимание. Ну, там не видно, скорее всего, за втулкой не колечко резиновая. Мы тоже так думали, там манжетка. Поэтому не пытайтесь ее оттуда вытащить. Начнете пытаться, она полиуретановая, по-моему, что ли. Повредите ее и все, и уплотнение здесь сдуется. Все. То есть надо как-то, каким-то образом между манжеткой и колечком сейчас залезть и его оттуда вытолкнуть. Самое простое — это вот цанговый разжим. Вот по размеру подобрали, взяли, вставили и потихонечку разжимаем. О, все. Я залез между ними. Вот, берем, переворачиваем. Берем за вот эту вот часть сейчас. Зажимаем, она не рабочая у нас. И нежно-нежно по резьбовой части оп, тыдымс, достали. Все. Теперь нежно-нежно надо обратно все это дело, не повредив манжетку, вытащить. И все будет хорошо. Все. Вот теперь наш виновник торжества. Ее надо опаять, облудить тонким-тонким слоем. И потом обточить. Это и есть наш маленький секрет. Ну вот, втулочка. Держим ее, конечно же, не руками. Главный наш помощник — это паяльная кислота и залуженный паяльник. Хорошо залуженный. Вот. Паяльной кислотой она максимально хорошо лудится. Тоненько-тоненько. Берем прямо. Греем, изгоняем. Лудим, пока лудится. Как перестает лудиться, так поливаем кислотой. Опять. Главное, в замок не налейте. Вот от замка надо ее куда-то согнать. Пусть капля повиснет, мы ее потом сточим. Ну все, в общем, в целом залудилось. Ну вот, залудили, молодцы. Нюанс второй. Теперь все, что вы залудили, мы счищаем. Представляете? Казалось бы, бестолковая работа. Но мы все равно не счистим. Нам нужен тончайший слой. И мы не имеем права на второй, скажем так, на ошибку. Второго шанса у нас не будет. Сразу вот говорю, второго шанса не будет. Если вы сейчас забьете с избыточным слоем олова
это будет все. Это можете вашу втулку, а соответственно и КДСС выбросить. Лучше несколько подходов сделать, лучше несколько раз ее опаивать и стачивать все. Вот где она цепляется за металл, она будет жестковато тереться. А где не цепляется, она будет мягко, там, где слой олова толстый. Значит, вот сейчас смотрите, еще один очень-очень важный нюанс. Берем, вкладываем. Ну и можем аккуратненько. Вот прям нежным-нежным движением. Идти. Настолько нежное, что даже вот мы ее осаживаем до половины. Значит, момент первый. Не должно быть вообще никаких включений. Абсолютно все должно быть чистенько. Это раз. Второе. При примерке, так назовем, шток должен быть чистенький. Это два. И чуть-чуть мажем. Чуть-чуть мажем втулочку. Чуть-чуть мажем шток. И берем, просто пытаемся одеть. О, вот, одевается. Плотно. Все, отлично. Видите, идет плотно. То есть мы забьем ее до конца, она станет еще плотнее. Но подвижность пока сохраняется. И вот как раз мы попали. Это вот прям, это надо просто набитую руку, чтобы все это делать с первого раза. Либо аккуратность, чтобы это все не попасть. Берем ее просто. Можно ее допрессовать в тесах, можно добить. Тесы у нас зубчатые, так что я лучше аккуратненько ее так допрессую. О, слышите звонкий звук? Значит, она на месте. Все. Еще на раз протираем. Еще чуть-чуть смазываем опять. Не поленитесь. И пробуем окончательно. Во. Видите, что? Тут ни про какой уже зазор вообще и ни про какой шат речи не идет. Все. Вот это была наша основной наш момент. Самый сложный из всех. Все, втулка готова. Так, далее. Подготовка к сварке. Выставление размеров, так скажем. Снимаем резинку. Мы ее сразу выбрасываем. То есть она нам больше не потребуется. Значит, вычищаем. Просто пока никакой стерильности и чистоты не должно быть, не обязательно. Без резинки вставляем. Садим до конца. Дальше по очереди. Все элементы без штока. Шток нам не нужен. Что она чуть-чуть кривовато пошла. Пришлось ее немножечко насильно туда толкать. Так, дальше у нас идет сальник. Сальничек аккуратненько прям надо туда резиночку уплотнить, чтобы ее не содрать. Так, видите, не пошел почему-то. Сейчас мы его... Главное его вот ровно туда. Оп. Вот. Перекос как только пошел, так он перестает туда желать заходить. А вообще, конечно, спасает здесь хорошая фаска, которую мы чуть-чуть поленились сделать. Я думаю, вы не такие ленивые. Я-то думаю, что я уже все. И Крым, и Рым, и все остальное. Ну, это присказка, поговорка, конечно же. Поэтому немножечко, бывает, ленюсь. Так. Все, уселось. Собрали мы конструкцию, которую мы будем, собственно, стягивать. Что мы делаем? Закручиваем. Первое действие. Закрутили до конца. Потом, ну давайте что?
насколько мы сейчас, ну вот, на 1,5 оборота открутили, поставили, все. Вот в таком состоянии ее будем варить. Значит, перед тем, как варить, что нам надо сделать? Нам надо очистить краску здесь, вот, в этом месте. Ну вот, как-то так. Значит, подготовка к сварке. Значит, смотрите, деталюшка немножечко болтается. Почему она болтается? Потому что мы для экономии подобрали уже готовые изделия, готовые резьбовые части. Их просто немножечко доработали, но вот они немножечко не в размер, по крайней мере передняя. Задняя будет у вас напрессовываться, нормально все. Чтобы можно варить так, но лучше все-таки подложить, просто распереть ее. Берем и кусочки фольги вставляем, да и все, 3-4, сколько-нибудь. То есть наша задача, чтобы она перестала болтаться, да и все. Ну, вот у меня в принципе с 2 она не хочет, все еще болтается. Сейчас ставим 4. Ну вот, все. Варить мы ее будем в 4 местах, там, где нет прокладочек. Прокладочки потом выдернем, да и все. Из чего сделаны прокладочки? Ну, из такой, из достаточно толстой жестяночки. По поводу сварки. Ничего тут, в принципе, деталь толстостенная, обе детали толстостенные, поэтому никаких проблем не будет. То есть будем варить, ну, где-то по шов по сантиметру будет, просто чтобы все это держалось. То есть вот она уже сама по себе сложена вертикально. Постучали, проверили. В 4 местах сейчас будет сварка. Все. Ну вот примерно такие шовчики, 4 штучки нам вполне хватит. Что мы дальше делаем? Не хватаемся руками за горячие. Ничего страшного, конечно, не случится, но... Значит, как теперь достать все это дело? Откручиваем на несколько оборотов. Берем вот так вот. Если не все вышло, ну еще, значит. Все. Ну, теперь почти окончательная сборка будет. Почти. Готовимся к сборке. Моем все детали. Продуваем. Ну, кто как любит, так и делайте. Так, смотрите, прежде чем начать сборочку, мы должны привести в порядок пыльничек. Пыльничек берем, ну, по номеру, который мы укажем, и отрезаем у него 1, 2, ну, грубо что, вот, 1, 2, 2 звена. Вот, теперь он, значит, надевается на резьбовую часть, вот этим кольцом. Сквозь крышку мы его протащим, и он там будет сам по себе держаться. Вот. Герметичности здесь никакой особо не надо, это как стойка. Она может снизу. Она просто, это пыльник. Он защищает от пыли, непосредственно от камней, от чего-то такого, от прямых попаданий. Вот. Ну что, давайте приступаем к сборке. Так, поехали. Сборка. Значит, крышка, втулка,
В принципе, можно любой стороной, но, наверное, чисто и вверх. Далее. Если вы вдруг запутались, какой из них пыльник, какой из них сальник. Пыльник без юбочки, а сальник с юбочкой. Значит, пыльник мы просто одеваем. Ты-ды-дымс. А вот с сальничком сейчас сделаем некоторую манипуляцию. Берем, снимаем, у нас же бэушный сальник, поэтому его немножечко поджать надо. Вот смотрим, где он соединяется, вот у него замок, и берем методом раскручивания против часовой стрелки, мы его раскрутили. Значит, берем ножницы, это самый простой вариант, и отрезаем где-то миллиметра 4. Ага, не получилось отрезать, значит, пойдем тогда сейчас на наждаке это все дело отпиливать. Ну вот, главное, чтобы у нас ничего никуда не торчало. Берем, так вот, закручиваем в разные стороны, соединяем и по часовой надо скрутить. Все, раз, все, опять мы собрали. Одеваем, надеваем и накаточком вот так вот берем и проходимся по кругу. Потому что натяжение было у нас неравномерным, мы просто сейчас равное натяжение делаем, чтобы она там сама не распределялась. Все, отлично. Надеваем. Теперь идет втулочка. Втулочку аккуратненько мажем. Все, мажем. Втулочка тут прям должна быть нежно. Что-то я ни хрена не понял, она что-то как-то уже... вот все, нормально пошло. Дальше отбойничек. Дальше опять мажем, потому что тут уплотняющая резиночка. И резиновым колечком видите, этот у нас с разъемом, пластиковое колечко. А здесь резиновая. Вот это вот. Мы ее ставим. Вот, обратите внимание, интересная гаечка, внутри магнитик. Для сбора всяких металлических частиц. Так, сразу затянули, чтобы точно знать, что поршень затянут и не будет стучать. Далее. Смотрите, здесь мы шат устранили. Теперь нам надо между поршнем и трубой все зазоры выбрать. Это колечко просто уплотняющее. А вот это, собственно, пластиковое, у нас и будет работать именно, как это сказать-то, направляющий, беззазорный. Сейчас мы с ним будем работать. Вот, внимание на колечко, вот как мы сейчас будем убирать зазоры в этом колечке. Мы, значит, берем опять какую-то фольгу, только уже тоненькую, значит, и по ширине этого колечка, просто берем его по какой-нибудь металлической линеечке, мы это все сейчас сделаем. Так, ну вот у нас есть полосочка алюминиевой фольги. Что мы делаем? Мы ее вкладываем. Примерно. Нам надо в первый раз по длине на полный оборот. Вот, попытка номер 2. Жестяночка в 2 раза толще. В первом варианте вообще не хватило. Никакого эффекта не было на то, что мы подложили что-то под нее. Сейчас вот будем смотреть, что получилось. Ну вот, как и ожидалось, этого многовато. Значит, что мы делаем? Мы берем и просто по кусочку отрезаем. И опять примеряем. О, плотненько, но вполне
Видите? Работоспособно. Все. Вот так вот прям плотно-плотно так и оставляем. Мы к этому и стремились, мы это и получили. Так, все. Значит, подсобрали это все до кучки и собираем окончательно. Корпус цилиндра. Внутренняя часть. Кольцо из ремкомплекта одеваем. Оно у нас толще, чем стандартное, поэтому его туда сейчас будем заталкивать серьезно. Смазываем. Иначе мы его не затолкаем. Хорошо так смазываем. Вставляем. Направляем. Так, теперь под колечко напоминаю. Ну нет, не так. Иначе мы сейчас не зайдет оно оттуда. Ну вот. Не хочет. Так. Все, тогда еще на раз. Вот, видите, косячок. Не в том порядке надо его было. Вот. Сейчас поймете почему. Мы же подложили под колечко. И вот теперь его надо нежно, аккуратно туда. Вот, все, вставляется. Так, вставляем. Теперь втулочка. Теперь мы все это чуть-чуть приподнимаем. И туда. Вот эти. О! Вот второй косяк. Опять. Пыльник надо вставить до того, как мы это начали собирать. Вот. Вот теперь нормально. Видите, сразу все косяки как бы отследили. Берем бородок и аккуратненько туда осаживаем. То есть нам буквально надо, чтобы появилось место, куда сальничек встанет. Значит, так, вот. Теперь берем отдельно сальничек, его вставляем, чтобы он встал. Все, дальше все попроще. Теперь пыльничек, шайба и где-то там наша гайка. Вот. И теперь мы прямо резьбой все это дело туда запрессовываем. Нежно, аккуратно. До одури не тяните. Рычага газового ключа вполне хватит. Ну и, собственно, все. Сюда хомутик, сюда проверку. У кого есть желание, могут покрасить. В общем и в целом все. Стоп. А проверить-то? Смотрите. Вот прям самое верхнее положение не люфтит вообще. Гидравлику исправили, механическую часть привели в беззазорное состояние. То есть мы, собственно, добились всего того, что... все возможные косяки мы устранили. Все будет работать.